Итак, дорогие друзья, опять небольшой эфир для того, чтобы включить вам голосовые и показать то, как люди переживают кризисные моменты, точнее вот это мракобесие, поскольку я уже одну часть вам показала, мы с вами послушали, и я уже говорила, что эти сообщения голосовые людей, они вдохновляют, дают силы пережить и не бояться. Мы с вами продолжим слушать эти голосовые, потому что я, как вам обещала, все это кризисное время я была с вами рядом. Еще раз скажу, невзирая на то, что правда опасна, невзирая на то, что многие воспользовались ситуацией, чтобы заработать на страхе людей, я поступила совершенно по-другому, как мне диктовала моя совесть. А моя совесть, она никогда не ошибается. Я просто была рядом с людьми, я просто им подарила огромное количество ритуалов и заговоров, которые можно выполнить при таких условиях без особых затрат, получить помощь и выжить. Знаете, что самое интересное? Дело в том, что те, которые хотели на этом заработать, да, бесчестным образом, запугивая людей, усугубляя их страх, они ни хера не получили. А вот я, человек, говорящий правду, все это кризисное время, как жила, так и живу востребованно. Вот поэтому и говорю, что э, быть честной выгодно. Помните мой ролик? Честной быть выгодно, потому что вселенские законы, они построены на честности, понимаете? Человек, который хочет бесчестно заработать, бесчестно вот воспользоваться болью людей и вот там денежки себе рубить, он оказывается в дурацком положении. А человек, который, казалось бы, говорит невыгодную правду и тратит невыгодно свое время, просто дарит людям, а ничего взамен не просит, не требует и не берет, казалось бы, вот этого человека награждают больше. Потому что Вселенная разумна. Она видит и честность, и подлость, и вранье. Вранье имеет пустую энергию, она не заполняется. Так что, дорогие друзья, давайте честно продолжим теперь с вами разговор о том, насколько кому помогли мои работы. И люди называют эти работы, чтобы вы знали самим, что проводить. Потому что этот кризис уже подходит потихоньку к концу, но в любом случае после кризиса еще вам нужно будет многое наверстать, восстановить. Все же к чертовой матери разрушено, надо с нуля многим начинать. Вот и слушайте дальше. Давайте я буду включать, некоторые комментировать. Мы с вами несколько, ну не скажу минут, некоторое время посвятим этому. Инга, еще раз добрый день. Я очень рада, что вы мне разрешили голосовой. Вот вы видели, да, что у меня творится. Это вот коронавирус, ну, так называемый. Я также хожу без масок, я также хожу с голыми руками. Мне посрать вообще на всех и на вся. Но хочу сказать, у меня такие перемены, Инга, что, если честно, я в это верила. Я это знала и знала, что так и будет. Понимаете? Я очень вам благодарна. Я настолько вам благодарна, вы себе представить просто не можете, правда. Я очень, очень вас благодарю за это. Я благодарю богов, я благодарю все силы, все духи, что помогали мне. Не все у меня шло ровно, не все у меня шло хорошо, но при всем при этом я стала победителем благодаря вам и благодаря вашим пинкам, вашей учебе, вашему просто обалденному труду, просто, я не знаю, грандиознейшему труду. Благодарю вам. Огромное вам спасибо, огромное. Приезжайте к нам на дачу. Так, извиняюсь, мне пришлось отойти ненадолго. Это Лена у нас прислала. У нее действительно большие перемены, не буду говорить какие, но вообще замечательные перемены.
мечты, которые она хотела, они сбылись. Теперь появились завистники, так называемые соседи и так далее. Но ничего, мы эту тему тоже продвинем. Я и завистников на место поставлю, и соседей на место поставлю. Благодарю. Еще раз вам огромное спасибо. 1000 000 000 раз. Благодарю. Ну, естественно, завистники тут же появляются, когда у человека начинаются перемены, то завистники тут как тут, не дремлют. Сейчас найду с того времени еще, сколько мы еще с вами не слушали. Секунду. Так, голосовые. Сейчас найду чат. Угу. Ой, да что ж такое? Потеряла я. Здесь так много, что ну не мудрено. Все. Добрый день, Инга. Добрый день, Яна. Приветствую всех подписчиков канала «Ведьмина изба». Хочу поделиться результатами ритуалов, которые вот у меня получаются в данный момент. На самом деле тяжело сказать, какой именно срабатывает и как срабатывает, потому что делаю каждый день и делаю их несколько сразу. Но вот стабильно ритуалы, которые я делаю каждый день, это аяты, мироздание, спасительный заговор в кризис и благодарение богам. Вот каждый день я делаю эти ритуалы. Очень помогает мне вот не сломиться и не сдаться. Заговор вот внутренним богам и обращение к зверю. Вот прям поддерживает очень хорошо. И вот тоже хотела еще сказать по поводу проверок и ревизий. И слова колдунов очень помогают вот эти заговоры, когда я выхожу куда-то. На самом деле у нас ситуация немножко попроще, чем в других регионах. У нас особо милиция так не останавливает, не штрафует. Но вот на постах стоят, когда на машине едешь, могут остановить. Вот. И на самом деле, когда я читаю эти ритуалы и заговоры, никто ни разу еще не остановил. То есть удается так прошмыгнуть незамеченный. Вот, и я хочу выразить огромную благодарность, что вы не оставляете нас в этот момент, что вы поддерживаете ваши лекции, вселяют надежду, спасают и поддерживают очень-очень сильно. А по поводу результатов ритуалов, тоже вообще просто не знаю, откуда берутся деньги. Мы сейчас с мужем, ни я, ни муж не работаем. Вернее, как я и до этого работала на себя, а муж на работе. Но какими-то подпольными путями у меня получается зарабатывать. Вот несколько проектов было, ну, скажем так, действительно подпольно. А у мужа вот тоже звонят по заказам, вообще непонятно откуда. Хотя, с другой стороны, вот вроде бы как кризис, да, должны вот все сидеть тихонечко по домам, и никто ничего не делает. Ну, вот даже не знаю откуда, не могу сказать откуда, но вот постоянно приходит, вот как-то удается продержаться, и какими-то силами, вашими силами, божественными силами удается вот оставаться на плаву и не сломаться. Вот за это выражаю вам огромную благодарность, потому что если бы не было бы вас, наверное, бы уже давно все стухли. Дорогие друзья, я вам еще раз напомню, что вы не должны сидеть и думать мрачно о том, что вот мир, там все закрыто, все нереально, все куда деваться, что делать. Вы должны мыслить таким образом. В мире много людей, и всем нужна моя работа. Вот так настроиться, вот и все. Невзирая ни на что, отключите себя от всего, ни о чем не думайте, потому что страх тут же закрывает все двери. Страх парализует человека. Вы не должны парализовать себя. В мире огромное количество людей, в мире миллионы людей, и всем нужны мои работы, всем нужна моя профессия, всем нужны мои услуги, если вы, например, предоставляете какие-то там юридические услуги и прочее, прочее, да. Вот такая мысль, она абсолютно открывает перед вами все двери. Пойдемте дальше. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна. Ну вот голосовую оставлю на вот этот запрос Инги, чтобы мы оставляли голосовые или написали. А кризисный период.
Шел, прошел, даже не заметили. Если бы не надо было бы сидеть дома, то, наверное, и не сидели бы. К сожалению, бизнес, туризм и отельный бизнес очень пострадал. Туризм, в котором я работаю, наверное, только в следующем году оживет, а сейчас осталось без этих доходов, без этой работы, к сожалению. Но вот, скажем так, то, что касается отелей, когда они все закрыты и все плачут, у нас бизнес апартаментов, вот мы сдаем апартаменты, и вы знаете, вот слава Всевышним силам, но благодаря всем ритуалам, которые я проводила, плюс кризисные ритуалы, то вы знаете, у нас все апартаменты полные. Слава Всевышним силам и спасибо Инге. И за этот период, вы знаете, как-то очистка, наверное, мозгов произошла и у многих знакомых, не только у нас. Что я хочу сказать? Хочу сказать то, что нашла я ваш канал только в прошлом году, это в конце октября, мне кажется, было. И вот на многие вопросы я получила ответы, а вопросов у меня множество за всю мою жизнь возникло. И вы знаете, я очень вам благодарна, так как благодаря вам у меня начали какие-то сдвиги в жизни получаться. Я банкрот. Я физически банкрот. Сделала этот банкрот в Латвии, потому что в 2008 году этот страшный кризис, мы очень пострадали. Банк у нас отобрал все. Банк отобрал практически всю землю, леса, дома, квартиры. Мы пострадали более чем на 3,5 миллиона. Вот. И в конечном результате еще держались за квартиру, которую банк отобрал и посадил какую-то свою кукушку. Даже мебель нам они не отдали. Ну, есть как есть. Я думаю, что все-таки в жизни это всегда положительный настрой должен быть и идти вперед и вперед. И вы знаете, благодаря вам, благодаря вашим ритуалам начали происходить трансформации. Даже у моего друга, который Фома неверующий, он начал делать ритуалы. И вы представьте, у человека, который имеет очень много недвижимости, но за нее надо платить налоги, а все бизнесы встали, и встали еще 3 года назад, то этот человек, он вот внезапно получает какие-то деньги за аренду, начинает арендовать помещение, налоговая ему должна. И вот вы понимаете, вот эти деньги аккумулируются, они появляются, он делает эти ритуалы, и они появляются. И особенно он любит цыпа-цыпы, стая денежных птиц, и на великое богатство. Так вот, что я хочу сказать. У меня тоже очень большие трансформации благодаря этим всем заговорам, благодаря этим всем ритуалам. И я вам очень благодарна. Я очень благодарна за то, что вы есть, и за то, что вы помогаете людям. Это просто, бесподобно. Дорогие друзья, представляете, сколько миллионов людей их делают, а я их даже не знаю. Я не знаю людей в лицо, не знаю их имена, не знаю их. Но они берут и делают эти работы. И я вам хочу сказать, что чем больше людей их делают, тем сильнее они начинают работать. Это принцип Вселенной. Они подпитываются энергией людей. Чем больше людей их делают, тем сильнее и сильнее они становятся. Вы можете представить, вот, что будет с этими ритуалами лет через 100? Вот через 100 лет это будут самые сильные ритуалы, которые существуют. И ваши дети и внуки, если они разумные, если они этим будут пользоваться, это будет особая каста людей, которые любимчики судьбы. Я вам говорила, что, наверное, моя задача, мы не всегда понимаем свою задачу в этом мире, знаете, вот раз и поняли, для чего мы пришли. Но со временем я начинаю понимать, что, наверное, моя задача в этом мире – это создать какую-то особую касту людей, особую расу людей из всех национальностей по
всему миру, которые просто узнали секрет удачи. А секрет удачи в том, чтобы обращаться к богам. Вот и все. Обращаться к ним, просить и получать. Ну и благодарить там, мелочь оставить, вино, водка. Ну согласитесь, когда у человека просто человека спасает, вытаскивает из ада, это, знаете, это небольшие затраты, да, на 300 рублей купить там водки, конфеты и оставить. Если у него на миллионы просто помощи, и 300 рублей и ничего такого нет. То есть о чем я хочу вам сказать, что вот реально, вот представьте, это формируются особые люди, вот особо разумные люди со всех народностей, которые просто поняли, начали делать, начали просить и получать. Ничего от вас не требуется. Ну, где-то там может быть черная ткань, где-то может быть свои же украшения. Вы же не покупайте украшения отдельно для ритуала и там такие расходы. Нет. Просто берете все, что у вас есть дома, там драгоценности и так далее, берете там алтарную ткань, которая стоит копейки, да, ну, запасайтесь свечами, кто более так подходит к этому фанатично и с большой любовью, творчеством, те еще больше затраты там на магию, но они получают обратно, они получают настолько много, понимаете, что, ну, это несравнимо. Да, миллионы меня знают, может быть, Любовь, я с вами согласна, но чем больше людей тебя узнают, тем больше энергии утрачивается, я вам хочу сказать. Но я не против, потому что это часть моей жизни, я для этого пришла. Вы поймите, для Вселенной, для сил наша жизнь – это пыль, это ничто. Это для тебя твоя судьба, вот я хочу быть счастливой, я хочу там жить для своей семьи и так далее. Это ты так считаешь. Но Вселенная приводит человека сюда для своей цели, понимаете? И если один человек пришел, и этот человек пожертвовал своей жизнью, там, многим чем, своей судьбой для того, чтобы миллионы могли найти помощь, я думаю, что это небольшая жертва по сравнению с тем, сколько миллионов судеб может быть спасено именно благодаря тому, что один человек свою судьбу отдал, понимаете? А судьбу этот человек отдал, поверьте мне, я вас уверяю. Я просто очень сильный человек, я не люблю жаловаться на судьбу, но вы даже представить не можете. И то, что я разоткровенничала с вами, поговорила, это самая, вы знаете, просто капля в море из тех страданий, которые выпадали на мою долю. Но вот какая-то сила меня все-таки удерживала, спасала, понимаете, и я сама иногда удивляюсь, почему я не озлобилась, не стала тварью такой последней, потому что со мной обращались по сучьи, и значит, я тоже должна была, да, озлобиться на мир. Но как ни странно, вот в моем сердце очень большая любовь к людям, ко всем людям. Я гуманист. И вот эти войны, эти трудности людей, они все время меня задевают, любого человека. Я говорила уже, мне очень тяжело видеть, как люди лишались домов, квартир там и так далее. Это страшно. Но с другой стороны, наберитесь терпения и начните с нуля, сможете. Почему я вам рассказала свою жизнь? Потому что если человек, пройдя такое, может остаться человеком, то уж я думаю, что основное количество людей такое не прошли. Когда я говорю, что у ведьмы очень страшная жизнь, все, наверное, думают, ну, у всех нас так бывает, ну, с кем-то поругаемся, кто-то нас обидит, ну и что, мы все там чего-то проходим. А вот и нет. Я просто вам рассказала, чтобы вы имели представление, что это не просто какая-то там ругань, любовные страдания, там Вася не вовремя позвонил. Нет, что это очень страшное испытание, когда твою душу пропускают просто через мясорубку, понимаешь, а ты должна после этого еще встать и жить дальше, и другим помогать. И я вам рассказала, чтобы люди, у которых там такие мелочные проблемы в жизни, да, чтобы им просто стало не по себе, чтобы они поняли, что у них не страшная судьба, у них просто жизнь, и обычные человеческие испытания, которые выпадают на долю каждого человека. А вот те страшные моменты, которые вы говорите, это вот еще, я вам сказала, я еще половину того, что было в моей жизни, я вам не рассказывала, потому что есть вещи, которые, ну, реально очень страшно, даже помнить не хочу. Вот настолько омерзительно. Пойдемте дальше.
простой пример. Вот денег нету, и тут надо и страховку платить, и налоги платить, и социалку платить. И вот они появляются ниоткуда, просто вот ниоткуда после того, как проводишь ритуал. Я вам объясню. Я вам говорила 100 раз, когда вы сидите и думаете. Вот я сделаю ритуал, мне уже спрашивали. Ну вот откуда они могут появиться? Вот я вот не работаю, у меня там то, это. Послушайте меня, вы садитесь за руль автомобиля. Еще раз приведу вам в пример. Вы не знаете, как работает система автомобиля, как бензин поступает сюда, как масло поступает там в мотор, да? Вы ничего не знаете. Вы сели, вы инструкцию по вождению знаете, сели, поехали, все. Вы же всю дорогу не думаете, вот теперь бензин сжигается, вот теперь газ там подействовал, не знаю, вот теперь там масло пошло. Нет, вы сели и поехали, все. То же самое жизнь. Вы просите, откуда она придет, пусть вас это не волнует. Вот вы едете ночью, вся дорога вам не видна, да, вся дорога, вы не видите всю дорогу там, например, с Москвы до Волгограда. Вот не увидите вы сразу всю дорогу, чтобы понять, блин, а как я до Волгограда ночью доеду? Да и хоть днем. Но вы включаете фары, фары освещают сколько? 2 метра перед вами, 2-3 метра, да? И вам хватает этих 2 метров, чтобы с Москвы доехать до Волгограда. Понимаете, в чем дело? Жизнь точно так же. Вы просите, а они вам дают. Вот дали одну возможность, потом вторая возможность открылась, потом дальше, дальше. То есть по мере продвижения открывается дорога, и вы едете. Вот человек вам появился такой нужный в нужный момент. Вот деньги из ниоткуда появились, вот заказ к вам пришел. Вы попросите и отпустите эту ситуацию. Вы просто просите, вам дадут. Вас не касается, откуда дадут, каким образом. Они вам дадут. Пойдемте дальше. А надо работать, ребята. Надо работать, надо не лениться. И если вы хотите что-то в своей жизни изменить, то, пожалуйста, не хайте, что вам вот там это не работает, другое не работает. Да все работает, я сама на себе проверила. Все работает, только свою 5-ю точку надо пошевелить и делать. И я вот вам скажу, я банкрот. Банкрот дается на 3 года по Латвии, а я живу в Литве, в городе Вильнюсе. В Литве я не получила из-за большой коррупции и бюрократизма, потому что и суды, и банки, они же взаимосвязаны у нас. Вот, я получила банкрот в Латвии, и это на 3 года, я год проплатила. Конечно, это колоссальные деньги, так как, должник я все-таки банку. И вот вы представляете, а в феврале месяце опять очередная должна быть платежка. Я получаю письмо из суда о том, что суд не получил ни от администратора банкрота, ни от кредиторов, никаких жалоб, что все исправно, вовремя платится. И суд решил пересмотреть мое дело и предлагает мне прислать все документы и, может быть, уже закончить банкрот-процедуру. Вы представляете? Это не 3 года, это год. Конечно, я вначале испугалась, думаю, я же накопила вот чуть-чуть денег, а сейчас все это надо будет потратить на все формальности, документы. Но вы понимаете, вот это я получила после того, когда я сделала ритуал для избавления от долгов. И вот я делала не знаю сколько раз, но этот ритуал сработал. И сейчас я уже свободный человек. Все, я уже не банкрот, я уже могу получить свободную свою банковскую карту, я могу делать все, что возможно. Вот только у Инги надо попросить, может, сделает одолжение. Нужен мне или шапка-невидимка, или плащ Гарри Поттера. Я бы с удовольствием эти банки ограбила бы и разделила бы всем. Но что я хочу сказать. Ребята, это все работает. Это все работает, и даже за время этого дурацкого карантина меня ни один полицейский не поймал, а я и без маски по улицам ходила, только в магазине в маске, потому что не впускали по-другому.
И собаку свою без маски водила. И знаю, что мои знакомые парикмахерши, маникюристы, они тоже работали, потому что адекватные люди мозгами думают, а не пятой точкой. И вы знаете, все хорошо. Я даже свой гардероб обновила. Представляете, вот за время кризиса, да, подкидывала судьба, всякие работы, и вот это решилось. Ну, конечно, квартиру бы сейчас еще купить, а то нас выгнали с детьми так, как стоим. Но ничего, я думаю, что все будет хорошо. Я билеты лотерейные покупаю. Это Алтын-хан меня вот туда вот как бы ввел, чтобы я покупала билеты. Я никогда ничего не выигрывала, а сейчас я выигрываю, хоть и маленькие, но суммы. И я надеюсь, что я все-таки выиграю куш. Инга, неземной вам поклон, неземная вам благодарность, здоровья и успехов. Вот. Слушаем дальше. Инга, по вашей просьбе я отправляю голосовую, как мы переживали этот кризис. Значит, первое, мы делали с мужем и делаем сейчас, продолжаем это каждое утро и каждый вечер. Это прям, я не знаю, как у нас, ну, как для христиан «Отче наш». Мы читаем «Все в дураках» перед открытым окном оба, так как у нас свой бизнес, у нас общее дело. И терпим мы оба все вот эти вот неудобства, то есть у нас еще аренды, у нас кредиты, у нас налоги, в общем, весь тот... Значит так, свежо предание довериться в трудом. Так вот, и знаете, что я вам скажу? Вот те, которым верится с трудом, вот вы сдохнете в нищете, а те люди, которые относятся с уважением к этим силам и к этим ритуалам и делают, они будут жить хорошо. Вот верится с трудом, лень вам поднять задницу, легче обосрать. Вот я вам и говорю, верится с трудом, вот и подыхайте в нищете. А те, кому верится и кто делает, те будут хорошо жить. Вот весь мой ответ вам. Продолжаем. Арсенал, который сейчас практически у большинства людей имеется в наличии. Вот. То есть мы читаем вот этот призыв сил о помощи. Каждое утро и каждый вечер. Это первое. Да, деньги приходят. Приходят клиенты, звонят клиенты, просят. То есть мы передвигаемся без пропусков. Столько людей, тысячи людей мне отправили голосовые, я не успеваю даже их выставить. О чем вы вообще тявкаете? Столько людей. Что я всех подговорила, что ли? Тысячи людей, которых я даже знать не знаю. Понимаете? Я включаю для вашего вдохновения. Вот еще раз говорю, кто хочет тявкать, пусть тот дохнет в нищете. Никого не просим, не умоляем, не уговариваем. Сдохните в нищете. Баранам у меня нету жалости. А вот нормальные, достойные, адекватные люди, понимаете, живут нормально. Все, нельзя вопросов здесь никаких. Без какой-то разрешительной бумаги нам запрещено, у нас закрытая деятельность, но мы ездим. А к тому же у нас деятельность такая, что мы ездим по районам, то есть на свой страх и риск. Почитав перед этим ваши шепотки о том, чтобы стать невидимкой, по-моему, армянские они, я точно сейчас не вспомню, у меня просто все в телефоне, у мужа, у меня эти слова сразу. Мы открываем, сели в машину, открываем, оба прочитываем, либо перед выходом из дома. Еще пользуемся вашим ритуалом, который вы дали сейчас в кризисное время, тоже для того, чтобы нас не видели. Начитываем на обручальные кольца. То есть раз в несколько дней мы его тоже обновляем. То есть делаем все для того, чтобы мы были невидимы. Если нас полиция останавливает, вот честно говорю, нас не трогают, как-то отпускают. И, в общем, все как-то так гладко сходит на нет. Далее, аяты. Это читаю тоже. Я, муж, правда, не делает этого, но это делаю я. Читаю, призываю силы, прошу определенные вещи. Что происходит? Даются деньги. В принципе, даются ситуации какие-то благополучно, которые разрешаются для нас. Это первое. Может быть, не дается пока то, о чем я прошу, но я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем делать все для того, чтобы осуществить наше желаемое, поэтому пока это так. Далее.
А, Что еще хотела сказать? Ваш призыв к Богу Аресу меня буквально спас. И вот этот ритуал, который нужно делать, чтобы наказать сволочей, он меня буквально спас, потому что я не могу спокойно смотреть. У меня уже просто разрывалось сердце от всего того, что происходит в стране, от этого беспредела и бедлама. И я призываю Ареса, я это делаю, и я наказываю тех стукачей, сволочей, полицаев, пусть они все будут наказаны. И реально я туда выкладываю просто весь свой вот этот всплеск энергии, все то, что меня буквально разрывает изнутри, я вкладываю вот в эти ритуалы. Каждый вечер сажусь и делаю, меня это очень спасает. Следующее. Помощь сыну моему. Получилось так, что сын учится в военном училище, и сейчас их срочно всех выпускают. Когда он мне позвонил, я просто, вот, я не знаю, я в таком иступлении начала рыдать, обращаться к силам Инги, чтобы они мне помогли, и начала читать вот это все в дураках, потому что мне очень важно было, чтобы получилось у сына распределение туда, куда мы хотели. А так как все это внезапно, была большая опасность того, что ничего не получится, ребенка отправят куда-то, куда не нужно. Поэтому, Инга, я очень вам благодарна. И Яне тоже. Вы делаете большое доброе дело. Здравствуйте, Яна. Инга сказала вам голосовое отправить. В общем, я работаю риэлтором, у меня год не было продаж. Как бы я ни старалась, до сделки все доходило и все срывалось. В январе месяце я сделала соляной столб, чистку. Через неделю я продала квартиру. И буквально до закрытия города, до карантина, я сделала соляной столб, чистку. Буквально неделя прошла, я тоже продала квартиру. У меня в положении, как город закрытый был, не было кризисного положения. У меня было все спокойно с детьми. У меня не было никакой паники, я нормально гуляла на улице, никто не останавливал, все было спокойно и сейчас спокойно, ну, кроме некоторых факторов семейных. Вот, спасибо огромное Инге, но мне вот помог соляной столб. Хочу вот сейчас еще сделать на здоровье и снять денежный блок. Огромное спасибо вам, Яна, за то, что она вот это все для нас делает. Спасибо огромное. Добрый день, уважаемая Инга, уважаемая Яна. Я из Казахстана. Меня зовут Асема. Да, спасительные заговоры очень хорошо мне помогли в антикризисное время. Читала антикризисные заговоры, потом мироздание, аяты спасительные читала. Каждый день читаю. Да, деньги приходили и приходят. У детей все получалось. Дети спокойно могли что-нибудь продать, и деньги приходили. Что еще? Нету, но друг одолжил машину в кризисное время одолжил. Очень тоже хорошо помогла нам машина. Мы ездили отдыхать в лес, развеялись немного с детьми. Вот. Все хорошо. Благодарю вас, Инга, уважаемая Яна. Также вас хочу поздравить с приобретением дома. Спасибо. Живите счастливо, благополучно. Успехов во всем вам. Всего. Добрый день, уважаемая Инга, уважаемая Яна. Я отправляю вам голосовое сообщение, прослушала вот прямой эфир с просьбой о том, сказать, какие ритуалы проводили в это время. Меня зовут Ирина. Вот, я, значит, проводила ритуалы «Спасительный заговор» в кризисное время, «Каресу», потом делала «Халява». Кстати, очень хорошо работает. Большое спасибо. Вот, очень помогло. От боли делала. У меня больной позвоночник. У меня очень сильно болело что-то в левом боку. Не знаю, там что-то, наверное, такое есть, но я вот спасительные вот эти слова для меня просто были. У меня боль пропала. Вот.
боль прошла, и как бы, ну, очень сильно помогло. Это вот просто огромное спасибо за все остальное тоже. Шепотки очень помогали, очень помогли. Я просто сделала перед тем, как поехать в пенсионный фонд, и когда там всех разворачивали, отправляли, мне просто девушка вышла, вынесла талон, как бы сама мне все назначила, и я была просто в шоке. Ну, это было, да, действительно, как бы, вот я просто была благодарна и вам, и всем богам, которые мне помогли в тот момент. Вот. А потом я делала на желание византийский ритуал. Скажу, что мне там прямо миллионы, да, тысячи какие-то приходили, но была помощь большая, действительно ниоткуда. То есть даже от тех людей, от которых я не ожидала никакой там помощи и поддержки, вдруг внезапно очень помогали. Вот, поэтому вот как бы я на канале недавно, где-то с начала марта, но самое главное, что моральная, очень большая поддержка моральная, просто слушать целыми днями. И очень интересно, очень интересно. Если бы так преподавали в школе, наверное, у нас бы никто школу не прогуливал. Вот, поэтому огромное вам спасибо за, в первую очередь, даже за моральную поддержку и за ритуалы, которые вы даете. Они очень помогают и как бы очень сильно поддерживают. Спасибо. Яна, вам тоже огромное спасибо за то, что вы пишете под роликами. Это тоже немаловажно, как бы все это переписать и прочитать. И, в общем, спасибо. Дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Я продолжу эту серию, потому что здесь заканчивается сейчас зарядка. Я эти как бы голосовые вам передаю для того, чтобы вы были спокойны. Во все времена, в каждой ситуации магия творит чудеса, буквально чудеса. Просто берите, не ленитесь и делайте, действуйте. Даже если вам очень трудно, очень тяжело и прочее, прочее, вы просто делайте. Застой денежный, делайте чистки. Хотите удачу, призовите эту удачу. Кстати, напомню вам про Кайрос. Кайрос подари счастливый случай. Бог счастливого случая, да, в греческой мифологии. Тоже не забывайте. Многие так сдавали экзамены, многие так поступали в вузы именно благодаря Кайросу. Кайрос подари счастливый случай. Их очень много. Я стараюсь вам подарить, насколько возможно, сильные ритуалы, которые не требуют больших затрат, но сразу же слышатся, потому что там есть ключ. Ну, одним словом, квартиры, машины, драгоценности, все что угодно люди приобретают. Они приобретают знания, они наконец-то находят ответы на вопросы, которые всю жизнь мучили. Зачем мы здесь, кто мы здесь, как будет, что на том свете будет, каким образом что пережить и прочее, прочее. И это все не просто так пришло в этот мир. Это все через меня вам передает Вселенная. И я, естественно, продолжу свое нужное дело, потому что я считаю, что я делаю нужное дело. Нужное, и это не только вам, еще вашим поколениям останется. Это очень нужное дело. И оно вечное. Поскольку раз уж силы Вселенной привели эти работы, они их отдали вам, они уже, можно сказать, мне не принадлежат, они ваши. И они дальше будут идти, потому что это то, что просто творит чудо. Когда я отдавала людям, я знала, что они будут работать, но даже я не ожидала таких больших результатов. Объясню почему. Через меня просто, но когда люди со всем рвением за это взялись, то эти работы стали 1000 раз сильнее, потому что они подпитались энергией людей, понимаете? Я вам всегда говорила, я ваш друг, я с вами рядом, и любую тему, любой вопрос я вам помогу прояснить и выйти из любого кризиса.
А остальные пускай сидят, гадают, пускай там пургу гонят, это их проблемы. А кто там сидит, эту пургу слушает, они того же уровня. Понимаете? И запомните, все великое, нужное, все достойное, все сильное, все то, что может помочь человеку, отдается даром. Даром. Вот и все. Всем удачи.